Всем привет! Сегодня давайте на такую тему посмотрим. Ну что ж, предатель, какая я сегодня в твоих глазах? Какой ты меня видишь? Что ты на сегодня ко мне чувствуешь? Что думаешь обо мне? Может быть, у тебя есть на меня какие-то планы? Ну и вообще, откровенный разговор с вашим предателем, да? Для тех, кто захочет получить для себя личный расклад, пожалуйста, обращайтесь ко мне на WhatsApp, либо в Instagram. Как можно будет со мной связаться, все контакты оставлю в описании к этому видео. И также обращаюсь к тем, кто будет смотреть в ТикТоке. Продолжение будет на моем YouTube-канале «Империя Таро». И также давайте посмотрим, представьте своего предателя. Кто же к нам сегодня пришел на разговор? Ваш предатель. Представьте своего мужчину. Так. Что за предатель? Мужчина, не исключая того, да, с этим мужчиной вы, правда, состояли в отношениях, не исключая того, да, то, что у вас есть совместные дети с этим мужчиной, этого мужчину, которого вы любили. Но по какой-то причине этот мужчина, не исключая того, то, что ушел, может уйти в другие отношения. Какая-то здесь, может, поманили его, да. Мужчина вообще сам по себе, он еще и незрелый. Мужчина, который постоянно пребывает в треугольниках. Женщина здесь, не исключая, да, та, которая любила, прощала, вообще женщина с мягким характером, да, с глубокой душой. Женщина, которая постоянно сотрудничала с этим мужчиной, оказывала поддержку. Ну и как-то хотела взрастить из этого мальчишки настоящего мужчину. Ну и помимо этого, конечно, скажу, то, что мужчина сам по себе незрелый, может быть таким, да, он сам является, ну, проявляет себя как женщина, может капризным быть, может быть, знаете, 7 пятниц на неделе, очень общительным быть, да, может помогать кому-то. Ну и еще могу сказать, что он, не исключая, снова говорю, да, то, что могут быть у вас совместные дети с ним, и он почему-то должен вам оказать какую-то помощь. Может, помощь вашему ребенку. Да? Может, даже и больше вас показала, нежели его. Что это за еще мужчина? Мужчина, который эти отношения приостановил. Длительная пауза здесь, женщина здесь закрылась, а мужчина здесь показывает, кто в доме хозяин. Мужчина намеренно от вас отстранился. Мужчина, возможно, на данный период времени почему не выходит на связь, да, он как-то хочет в себя прийти, не исключая того, да, может, мужчина сейчас, кстати, у кого-то может быть предстоять операция, я тоже не исключаю такого, да. А еще могу сказать, что есть рядом какой-то вот мужчина, ну, предположим, может, его либо хороший друг, которого он уважает, либо отец, да, который как-то повлиял на него. Но вообще здесь мужчина незрелый, но выдает себя за императора. Так, давайте будем смотреть, что же на сегодня этот ваш недоимператор о вас думает. Что он о вас думает? Во-первых, я вам скажу, он не только о вас думает. Есть еще параллельно какая-то женщина. Ну, если по поводу вас, да, ну, женщина вы, конечно, императрица, которая не, знаете... Это женщина, которая себя уважает. И мужчина, кстати, о вас очень хорошо думает. Но параллельно он думает о том, да, то, что он до вас еще здесь не дорос. Но все равно здесь какая-то присутствует другая женщина. Если, предположим, мужчина ушел к другой женщине, то он думает и о ней, и о вас. Но вы являетесь значимой женщиной. Может быть, вы являетесь матерью его ребенка. Поэтому, как, например, да, видит вас, ну, как бывшую супругу, да, и матерью его ребенка. Женщина стабильная, от вас пахнет стабильностью, да. Помимо этого, он думает также о детях, если есть совместные дети. Что еще он о вас думает на сегодня? Кстати, он разрешить с вами какой-то конфликт хочет, либо помириться хочет, да. Все равно к вам испытывает страсть, но он от этого уходит. Уходит полностью в работу. Как-то хочет все равно, может, разрешить эту ситуацию. Как-то вот, знаете, тягость какая-то есть, тяга, да. Но вот все равно он как-то с этим борется. Он думает о вас, то, что все, здесь уже пришел, да, Верховный суд. То, что для вас уже открылась, возможно, какая-то правда. Вы женщина сексуальная, сильная.
Помимо этого он думает, то, что и вы, правда, ушли полностью в работу. Сейчас как-то стараетесь выйти из этого болота, не исключено, да? Что он еще о вас думает? Ждали. У вас какой-то, может быть, знаете как, в работе, может быть, появился какой-то шанс. Либо, может, у вас появился другой мужчина. Он вообще думает о том, что вы решили начать новую жизнь. Не дождались чего-то, но и решили воспользоваться шансом. Какой-то здесь шанс. Может, у кого-то, правда, новый мужчина есть, да? Так, чувства на сегодня к вам. Чувства такие. Ну, во-первых, он также хочет быть человеком тем, который как-то распоряжается, влияет на вашу жизнь. Но он все равно и как-то, знаете, сейчас на данный период времени сконцентрирован больше на себе. Это мужчина-маг, который, он думает, то, что весь мир принадлежит только ему. Все должны к нему прислушиваться, а он как такой профессиональный манипулятор. Чувства такие, чувства у него, ну, могу сказать, что он больше от этих чувств уходит, подавляет эти чувства, да. Ну вот не знаю, либо он уже привык к тому, да, то, что вот когда он от вас уходил, и вот как-то вот болело, но сейчас к этому состоянию как-то привык. И он как-то пытается сконцентрироваться больше на себе. Еще какие чувства на сегодня к вам? Вы знаете, что он хочет возвращения. Он хочет, если вы были семьей, либо в стабильных отношениях, ну, ему было однозначно с вами хорошо. Но он и понимает то, что здесь судьба вмешалась. Что когда-то он был с вами счастлив. Изменения какие-то кардинальные произошли в вашей жизни. Ну и еще могу добавить, конечно, все-таки, если была бы у него такая возможность, он бы все перекрутил бы назад. Когда вам было весело вместе, хорошо, возможно, здесь семья, дети были. Когда он был на коне. И еще какие у тебя на сегодня чувства к этой женщине? Чувства у него на сегодня к вам есть. Но параллельно, я вам скажу, помимо этого, он еще испытывает чувства к какой-то другой женщине. Он понимает то, что эти ваши отношения, не исключают того, то, что это у вас отношения кармические, постоянно с препятствиями, да, то врозь, то вместе. Какие-то все равно постоянно у вас возникают проблемы в отношениях. Ну и мужчина не определился, конечно. Двойственный какой-то он. Но помимо этого, конечно, все равно он в вашу сторону смотрит, да, но помимо этого он за вами, кстати, следит здесь, может собирать о вас какую-то информацию. Помимо этого, это еще может говорить о том, что, может, у вас кто-то появился, да, но какая-то неопределенность здесь в чувствах. Итак, давайте будем смотреть, какая же вы сегодня в его глазах. Какая вы на сегодня в его глазах? Какой ты меня видишь на сегодня? Женщина та, которая, скорее всего, стояла перед выбором и сделала выбор в пользу себя. Женщина та, женщина справедливая, не исключая того, да, то, что вы могли с ним развестись, либо подаете на развод, либо, ну, вот какие-то здесь суды есть. Может быть, даже вы не были замужем, да, но какие-то могут быть, но вы с ним поступаете по справедливости. Сегодня вы женщина красивая, ухоженная, в первую очередь, которая уважает себя, да, но и помимо этого он видит то, что вы с чем-то не можете определиться. Так, какая еще я сегодня в твоих глазах интересная? Женщина, которая вполне счастлива. Если есть совместные дети, с ребенком счастлива. И вообще женщина, которая, он видит вас такой, которая обрела какое-то счастье. Может быть, вы и не являетесь, да, на данный период времени счастливым человеком, но он вас видит. Он видит то, что у вас какие-то появляются, может быть, в работе, в делах какие-то шансы. То, что у вас стабильность присутствует, понимаете, здесь. То, что женщина яркая, красивая, сексуальная. Правда, радость какая-то у вас есть. Какой ты меня еще на сегодня видишь? Так. Женщина, которая убегает. Женщина, скорее всего, покинула, которая сделала решительный прорыв в пользу себя, отказалась от этого треугольника. Женщина здесь, которая, несмотря ни на какие страхи, женщина борется здесь со страхами, борется здесь с депрессией, но все равно видит вас какую-то счастливую, то, что все равно вы с кем-то здесь, может, у кого-то праздники здесь. Женщина, которая стремится вперед по жизни, несмотря ни на что. Да? Так, ну-ка скажи, предатель, а планы какие у тебя на эту женщину, которую ты предал? Он все равно, знаете что, все равно хочет вас.
Все равно ему кажется, да, то, что, да, есть какие-то обстоятельства, есть какие-то проблемы такие, да, которые ему не дают быть вам вместе, но все равно вот дайте мне ее и все. И, между прочим, этот мужчина может к вам испытывать чувства. Он все равно пытается как-то бороться. Все равно вы для него как зависимость. Вы знаете, король кубков – это тот мужчина, который он вообще не постоянный, да. То один раз, ой, один день вас любит, другой вас день ненавидит, и в нем это, знаете, вот это вот внутренний дьявол в нем борется. Но то, что он от вас зависимый, он это прекрасно понимает. Но он с этим борется, ему тяжело, что зависим он от вас на сегодня. Так. Но он все равно он хочет побороть эту зависимость. Тяжело ему, кстати, он может выпивать, да, уходить в какую-то похоть. Почему? Потому что тяжело. Так, давайте спросим, что на сердце у него, к вам интересно. Хотя мы сейчас чувства смотрим, но чувства еще давайте посмотрим на сегодня. Чувства у него, знаете, хотя отношения у вас с ним закончились, да, по его инициативе, да, но все равно у него чувства к вам есть. Здесь даже не исключено, что когда вы от него отстранились, у него к вам проснулись чувства. Любовь, может, какая-то проснулась. Между вами здесь расстояние, точка была, точка невозврата, да. Ну скажи, пожалуйста, интересно, предатель, а ты счастлив без этой женщины, которую ты предал? Счастлив ли ты без нее? Ну, как я вам скажу, здесь происходит у него трансформация в жизни. И он как-то пытается от этой трансформации избежать, оставить, знаете как, он вообще мужчина эгоистичный такой, да, жадненький. Вот он на данный период времени что имеет, да, он как-то вот все хочет сохранить здесь. А жизнь-то, она не стоит на месте. Все равно идут какие-то глобальные изменения, но он пытается от этого уйти. Ну, как тебе без этой женщины? Ну, плохо, трансформация пошла, понимаете, после того, как он ушел. Как тебе еще без этой женщины? Ясность пришла какая-то. Ясность пришла, то, что мужчина здесь, в принципе, да, он оказался сам в позиции жертвы, но, я вам скажу, в принципе, его эта позиция устраивает. Здесь мужчина, скорее всего, любит очень деньги, не любит делиться. А если, тем более, если его бывшая семья и деньги, да, алименты там нужны. Нет, здесь мужчина, нет, он будет из себя строить жертву. Он для себя понял, то, что, не исключая того, то, что вас хотел, да, из вас сделать дурочку, и сам попался же в свои же, да, сети. Ну, в принципе, я вам скажу, как ему без вас. Но он понимает то, что у него какие-то идут изменения, да, но он лучше думает, не-не-не, сохраню все как есть. Понимаете, денежки лишь бы у меня не ушли. Если что, он может там прикидываться, что денег нет у него. Почему? Потому что до денег у него, знаете, как зимой, вот у него снега не выпросишь. Это вот такой вот мужчина. Помимо этого с вами борется, отстаивает здесь что-то. Мужчина здесь не уверенный в себе. Как тебе еще без этой женщины? Но отшельником стал. Кстати, в нем борется, он сам с собой борется, понимаете? Вот отшельничество не исключает того, может, магия на него так подействовала, если на него там делали, да? Ну, вот какая-то ненависть. Он может, кстати, ненавидеть себя, женщин может ненавидеть. Остался каким-то одиноким, никому не нужным. Так, а что это за женщина? Женщина, что это за женщина? Ну-ка скажи. Не исключая того, да, то, что если вы в прошлом, да, из прошлого его женщина, как будто, знаете, вот он все время возвращается в прошлое. Как вот, может быть, думать о прошлом, о прошлых отношениях. И говорит, как было в прошлом хорошо, и любовь была здесь, взаимопонимание было. И вот он как-то, вот смотрите, вот он, предположим, да, ушел к вам, к другой женщине, да. И вот как-то вот и ненависть какая-то там, может быть, там скандалы могут быть. Вот когда у них все плохо, вспоминает о вас, сравнение какое-то, вот как в прошлом было хорошо, да. Может, о детях сразу начинают вспоминать. Ты нашел свое счастье, что ты искал? Нет, не нашел. Сам себя. Кстати, рядом с ним какая-то женщина.
Но это не вы, скорее всего, да? Женщина та, которая скорее ввела его в иллюзии, в страхе. Женщина, которая уничтожила его. Женщина, которая манипулировала им, обманывала его. Не знаю, это может любовница, может просто, может быть, ну не знаю, другая параллельная женщина, да? На ней был сделан выбор. Но с выбором он ошибся, разочаровался в этой женщине. Так, а почему ты с ней несчастлив, с той другой, с этой женщиной? Почему ты несчастлив? Конфликты какие-то, отстаивания все равно. Женщина там, возможно, очень холодная, понимаете? Какие-то конфликты с ней. Она ему сразу пресекает. Она ему указывает его место. Не исключая того, да? Почему ты с ней несчастлив еще? Стабильности хотел, не получилось. Может быть, это была семейная пара, либо они планировали, может быть, пожениться, создать семью, либо, может, их объединяло какое-то дело, понимаете, которое принесет в дальнейшем большие деньги. Но почему-то здесь не получилось. А что у тебя там не получилось с ней? Разочаровался в своем выборе, закрылся. Какой-то, он говорит, тупик у них в отношениях. Хорошо, а по поводу предателей, ты предал ту женщину, что ты напоследок хочешь сказать? Ты рад тому, что ты предал ее ради другой женщины? Рад этому? Ну, он говорит, я пошел в это будущее. Ожидал на помощь, но почему-то я стал обиженным каким-то. Помощи какой-то ожидали. Может, ему говорили то, что оставь ее, мы тебе поможем, но что-то этого не произошло. Что ты еще хочешь сказать той женщине, которую ты предал? Но он говорит то, что я в первую очередь, когда тебя предавал, я был влюблен, мне это казалось, да, почему? Потому что мужчина здесь эгоистичный, поэтому для него не проблема. От вас ушел к другой, и там, когда получилось так, ну, теперь мужчина страдает. Ну, а что ты еще хочешь сказать той женщине, которую ты предал? Он убежал от ответственности. Не получилось ему, наверное, усидеть здесь на нескольких стульях. Ну, он что-то отстаивает, страхи какие-то есть, неуверенность какая-то. Ушел от ответственности. Почему ушел от ответственности? Обманывал. Почему? Да, ему было плевать, скажу честно. Ему было на ваше мнение плевать и ответственность плевать. Поэтому очень быстро произошли эти события, да. Ну, разбил он вам сердце. Предавал он вас, манипулировал вами. И что еще хочешь сказать? Еще и после этого, ну, все. Вот он с вами поступил плохо, подло поступил, да, произошел скандал. Кстати, мужчина мог еще во всех грехах своих обвинять именно вас. После чего этот союз ваш расстался, и теперь вы для него как звезда, до которой невозможно дотянуться. Понимаете, вы идеал женщины, между вами расстояние, холод. Вы от него отстранились, знать его, скорее всего, вы его не хотите. Ну, что вам может он сказать? Что вы самая лучшая женщина в его жизни, что та женщина, от вас, к которой он ушел, ну, не стоило этого, да? Может быть, там была просто интрижка, эта интрижка привела к тому, то, что ваш союз распался. Вот такие вот у нас пироги на сегодня. С кем срезонировало? Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Также для личного расклада пишите мне в WhatsApp либо Instagram. Также еще могу сказать то, что мужчина здесь искал все равно перспективы какие-то, да, так как он любит денежки. Мужчина неустойчивый такой, да, двойственный. Он постоянно находится в поисках. Ну, потеряв вас, будучи в тех отношениях, когда начинаются у них проблемы, вспоминает о вас. Как же было все-таки с вами хорошо. Ну и до чего этот выбор его довел? До того, то, что все, женщина сказала ему до свидания, да, здесь, не исключая того, у кого-то до развода дошло. Если не было у вас развода, да, и просто у вас были стабильные длительные отношения, женщина просто с ним перестала здесь общаться, показав, да, то, что треугольники – это не для нее. Ты сделал выбор, все, иди, и меня больше не беспокой. Но здесь вышло вот так. Итак, мои друзья, всех благодарю за обратную связь, то, что подписываетесь на мой канал, да. И, как всегда, вам скажу, до скорой встречи.